Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю традиционный советский торт муравейник, который готовится очень просто, но при этом получается очень вкусным. По составу торт муравейник — это песочная крошка на сметане и сливочный крем. Торт был очень популярным в советское время как бюджетный торт из доступных продуктов. Часто такой торт готовили к праздничному столу или в качестве десерта к чаю. Своему названию торт муравейник обязан схожестью с муравьиным гнездом, что делает его весьма интересным, особенно для детей. Очень удобно готовить торт муравейник, заморозить на длительный срок и подать к праздничному столу, предварительно оттаив при комнатной температуре. По вкусу торт из морозильника будет такой же, как и свежеприготовленный. Друзья, все особенности рецепта, а также мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В мягкое сливочное масло всыпаю сахарную пудру. Хорошо вымешиваю на средних оборотах миксера в течение 3 минут, чтобы масло хорошо посветлело. Невымешанное масло снимаю силиконовой лопаткой со стен чаши. Продолжаю вымешивать еще в течение минуты. Добавляю сметану, перемешиваю на средних оборотах миксера в течение 2 минут. Всыпаю всю муку, добавляю разрыхлитель, перемешиваю удобной ложкой, чтобы сухие ингредиенты полностью вмешались в сливочное масло. Продолжаю вымешивать песочное тесто руками, чтобы получился шар из песочного теста. Готовое тесто накрываю в контакт и убираю в холодильник примерно на 10 минут. Порционно прокручиваю фрагменты песочного теста через мясорубку. После выхода теста из мясорубки стараюсь равномерно распределить фрагменты из песочного теста по противню. Убираю противень с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовность выпечки проверяйте по румяному внешнему виду. Для крема мягкое сливочное масло вымешиваю на средних оборотах миксера в течение 3 минут, чтобы масло хорошо посветлело. Порционно в 2 приема добавляю вареную сгущенку. После каждой порции вымешиваю миксером в течение минуты. Невымешанный крем снимаю силиконовой лопаткой со стен чаши. Окончательно вымешиваю сливочный крем миксером в течение минуты. Вот такой крем, который практически не держится на лопастях миксера, получился. Именно такая мягкая текстура крема гарантирует, что торт хорошо напитается и будет очень вкусный. Холодный шоколад из морозильника пробиваю в блендере до шоколадной крошки. Готовое песочное тесто хорошо отходит от противня. С помощью скалки размалываю песочное тесто на крошку. Рекомендую делать крупную или среднюю крошку, тогда торт получится неплотный и идентичный по виду с муравьиным гнездом. В мягкий сливочный крем добавляю всю песочную крошку. Перемешиваю песочную начинку лопаткой, чтобы песочная крошка равномерно распределилась по сливочному крему. При желании песочную начинку можно вымесить руками. Друзья, если вам нравятся рецепты на моем канале, буду очень рад, если поставите лайк на это видео. Вот такая аппетитная песочная начинка получилась. Закрываю начинку пакетом и оставляю при комнатной температуре на 2 часа для пропитывания. Для сборки торта я буду использовать стеклянную чашу, которую предварительно обтянул пищевой пленкой. Глубина моей чаши составляет 2 литра. Выкладываю всю начинку в чашу. Немного утрамбовываю начинку, чтобы она сформировала устойчивый муравейник. Заправляю торчащую пищевую пленку из чаши внутрь, чтобы она закрыла поверхность торта. Убираю чашу с тортом в холодильник примерно на 1 час. Достаю торт из холодильника и оборачиваю горячим мокрым полотенцем чашу на 10 минут, чтобы лучше извлечь торт из емкости. Дополнительно помогаю пластиковой лопаткой отделить торт от стен чаши. Сверху устанавливаю тарелку и осторожно переворачиваю конструкцию сверху вниз. Окончательно отделяю чашу с пищевой пленкой от торта. Обсыпаю торт дробленой шоколадной крошкой, чтобы подчеркнуть оформление в виде муравьиного гнезда. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 30 минут. Торт муравейник — это по-настоящему вкусный торт, который отлично подходит как для семейных посиделок, так и для праздничного мероприятия. Нежная песочная крошка в сливочном креме отлично гармонирует друг с другом и делают торт по-настоящему хорошим десертом для всех, кто любит изделия из песочного теста. Шоколадная крошка не только придает торту яркий вкус, но и служит в качестве декора, придавая ему вид самого настоящего муравейника. А учитывая, что торт хорошо хранится как заготовка в морозильнике, это отличный выбор для всех, у кого много родственников или кто любит приглашать гостей на чаепитие.
Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.